Ты глянь только. Грот! Леди и джентльмены, привет всем, с вами Сэр Холмс, продолжаю проходить Morrowind, Tamriel Rebuild именно. Нахожусь в канализациях старого Эбенгарда во дворце нищих, а именно в старом сооружении служебном внутри самих канализаций, которые они адаптировали под свой храм, как они сами говорят. Я здесь за кадром поговорил с ними подробнее. Из интересного они рекомендуют поглядывать на стены, потому что здесь давненько уже не было ремонта, все обваливается, и это место становится идеальным, чтобы сделать схрон. Может быть, я найду что-то интересное. Вот, и еще один из них сказал, что у нас тут затонул, оказывается, корабль в устье реки Тир, собственно, на котором расположен старый Эбенгард. Корабль был назван в честь Хелсита, когда он был еще принцем, и затонул в день его коронации. Плохой знак. Но для меня это интересно тем, что там на борту, возможно, было что-то интересное. И теперь я хочу еще подробнее здесь все осмотреть. Я вот подумал, может мне... не продавать? Ой, зачем я сюда? Может, теперь только с левитацией смогу вылезти. Камни душ не продавать, может быть. Может быть, лучше их использовать. Вот, например. Обычный потрачу на грязекраба. Так, тут ничего интересного. Он стал менее ценным, чем был, кстати. Так, я хочу вот этот амулет все-таки подзарядить. О, повысился навык аж. Организация. Да, еще один возьму. Еще один такой. И еще один такой. Грабочки. Вы знаете, здесь опасно. Надену-ка я... Черт, адамантиновый шлем классный. Ну, мне надо еще легкую броню прокачивать. Всего-то на 50 прокачан. Хотя сколько уже играю. По карте я не вижу здесь пока никаких проходов. Вообще, действительно, наверное, имеет смысл заглядывать буквально в каждый угол. Так, ну давайте гляну, что тут. Тут я был, кстати. Но никогда не брался за исследование этой части канализации. То есть я сюда приходил и такой, да ну потом. И уходил обратно. Хоть осмотрюсь. Криса. Что-то там краснеет, видите? Крыса, не подходи. Так, что ж это за зараза такая? На тебя в морду копьем. Копья прокачал. Черт. В такие моменты жалею, что я не хаджит. Ты глянь только. Грот? Ой. Подлатал. Это что такое? А, зелье с тишины. Ну, в общем, не отпускают меня все эти гроты, похоже.
Поползли. Ну а ты как будто подкоп совершили. А хотя черт знает с какой стороны. Неважно. Предполагаю, что это логово контрабандистов, этот грот. А, день прошел, надо проверить нашу пленницу. Вот это тьма. Окей. Надо выложить добро свое. Ну, давайте представим, что это я все выложил. Вот вообще все, что тут. Кроме одного зелья восстановления магии. Вот оно. Ну да. И все, что на мне, и зелье восстановления магии со мной. Только остального ничего нет. С этим я пользоваться не буду. Это я надел жемчужину. Я, кстати, подумал, что это, наверное, убежище двух ламп, потому что очень уж похоже на их символ. Я, конечно, никогда не проходил линейки квестов двух ламп. Не знаю, что у них там в плане символизма, но... Похоже. Вообще здесь, наверное, можно было пройти и не это. Не выпендривайся. Что ты здесь делаешь? Сбежавшие рабы часто проникают в старый Бенгард через этот грот. Рабовладельцы темных эльфов пока еще не нашли это место, но мы за этим приглядываем. Да, действительно похоже на убежище двух ламп. Это Джидири. Это водная пещера. Жалкое место. Но за ней лежит свобода для многих соплеменников Джидири. Как-то так, наверное. А, я вру, я еще отмычку взял с собой. Вот эту. Не уверен, что мне надо туда. Ух ты. Теперь жемчужины собираются вообще со всех раковин. Тоже не очень реалистично. Угу, я по кругу, да, проплыл, получается? Ну да, получается так. Ну, значит, надо посмотреть, что за этой дверью закрытой. Я навыки все повышаю. Ой, ничего себе, тут черепов. Вот так. Заметка для рабовладельцев. Рабовладельцы, вас предупреждали. Выразительно. Так, вылезаю в антирин. А, ничего себе, через пенек еще.
Уже свечерело, да, здесь? Мне вообще казалось, что грот не такой уж протяженный. Черт. Теперь я не могу найти его. Под ноги посмотреть надо было. Ну что ж. Это, конечно, интересно, но они мне инфы не дают, по сути, никакой. Поэтому других представителей двух ламп, от которых можно какие-то задания, наверное, получить, надо искать, я думаю, в отеле Милости Стендарра, в хостеле, то есть. Все, теперь как бы все при мне, всем могу пользоваться, соответственно. Стальной шлем, корпус и череп. Кто-то не сделал этого, да? На орка похож. Так, я смогу хоть вылезти отсюда? Вот. Замечательно. Восстановить силу воли. Внезапно такое зелье тут валяется. Ладно, раз уж начал, да исследуй, что тут у нас. Центральной части канализации. Ух ты. Вот это интересно. Что это было? Кто-то что-то сказал? Серая криса. Чего? Заболел, ничего себе. Вот так-так. Лечиться от этой дряни теперь надо. Вдруг она будет прогрессировать, эта болезнь. Блин, вообще нечестно у меня же. Резист. Может начинать уже мантию носить? Который у меня Арчибальд или Аркибальд. О, вот кто тут ругался. Бедняга, он же отсюда теперь не выбежит. Какая-то заметка капитана. Проход к главным воротам старого Бенгарда через канализации запрещен. Только для солдатов легиона. Гражданским нельзя. Городская стража благодарит вас за сотрудничество. Подписано Мауриша, капитан городской стражи. Ты это не за мной бегаешь? Убирайся отсюда. Не видишь, что ты больной? Это обычное заболевание, так что иди к алтарю имперского культа или святилище храма. Найди целителя или фармацевта. Ладно. И все-таки, за кем ты так? А, еще крыса.
Ну ладно. Удачи вам там. Главные ворота, да? Просто одним глазком. Еще один турист, да? Выгребная яма. Замечательно. Что еще тут есть? Центральная канализация, да? Вот, я пролез куда-то дальше, получается. Славянские меховые ботинки, хамелеон. Кирка, которую я так искал. Возьму. Там на самом деле была своя. Возможно. Имеет смысл сварить зелье восстановления чего-нибудь там. Возможно. А так-то у меня есть, наверняка. Как будто здесь начинали работы и забросили их просто. Есть наверняка зелье, вот к чему я. Так я прихожу туда же. Дом горького ветра. Левитация. Неплохо. Вот здесь, наверное, даже получше отмычки использую. Наверное, не нужно столько щупов. Сердечная стена. Так. Крепление, ну такое. Доэдрическая дайкатана. Просто 120 тысяч септимов. Жесть. Вот это артефакты тут хранятся. Чей еще раз это дом? Горький ветер? Как будто тут еще проходы есть. А, вон. Полетели, конечно.
Винище на продажу. Баранинка. Тут я попал чисто в кладовую. Это прямо проснулась во мне жажда к грабежу. О. Жалко, что я почти всех крыс перебил уже там. И крабов. Волчий щит. Ну-ка. Да, круче, чем мой. Блин. Лучше все-таки свой оставлю. И кто такой Bitterwind? О. Да черт. Она похожа на... алхимика. Не, ну это ж тупо, что я вот пролажу с той стороны. Баклер. Кто-то еще ходит у нее тут. Пролажу с той стороны. А с этой, чтобы пролезть обратно, приходится вскрывать это все. Эй, спустите меня обратно. Как будто бы люк захлапывается, знаете. Так, ладно, неплохо, это было интересно. Ну, а теперь, конечно же, выгребную яму. Прекрасные звуки. Интересно, там возможно оказаться под этой решеткой? Ну, даже если возможно, там, наверное, водичка не очень вкусная. Ладненько. Обнаружил, что забыл, оказывается, включить вебку. Надеюсь, не сильно критично. Ну, вот он я здесь. Но решил ничего вообще не выкладывать. Просто представим, что я... Ну, этого ничего нет. Я вспомнил, что... Эй! Эй! Похоже, меня раздавило. Голодающая рыба-убийца. Да не, нереалистично. Если бы я почувствовал, что меня прижимает эта фигня, я бы нырнул все равно поглубже.
Значит, нырну поглубже сразу. Он начинает закрываться еще, вот что. Все, меня пожирают сразу. То есть ради этого я сюда прыгал, чтобы меня тут рыбы-убийцы погрызли? Серьезно? А там что тогда? Ага, и оно не открывается, да? Ну, жесть. Так. Здесь я не пройду никак, да? А, открывается. Ну, если что, у меня на самом деле... Было заклинание марки. Ну, то есть... Якоря. А, и да, предположим, что вещи я оставил в хижине Нор до того. То есть, типа, надо метнуться за ними сюда быстренько. Ну, то есть не в доме, а вот в подвале как раз-таки. Там, где тайник. Вот. И... Не, лучше гуковский шлем, я думаю. Где он, кстати? Так. Кирку, возможно, придется выложить в какой-то момент. Рубашек. Так. Хорошо. Я на самом деле не планировал изначально изучать центральную часть канализации. Но раз уж я здесь... Да и вроде бы это почти все. Ну, тихо ты. Вроде бы это почти все. Есть еще что-то вот в этой стороне, кажется. Ничего себе там стрел. Угу, это просто проход канализации под восточной стеной. Ну да, по сути это все выходит. Щит. Факелы. О, старый Бенгард, по-моему, это раздолье для игроков-новичков. Потому что можно вообще обзавестись снарягой неплохо так. Просто полазив по канализациям. Так, все, возвращаюсь туда, откуда начал. Восточные канализации. И давайте продолжаем смотреть внимательно, что тут можно найти. Вот это так-то место для нычки потенциальное, но тут ничего нет. Ну, здесь у нас проход в гильдию магов, да? Ой, магов, воров. Ну, там я был. Гильдия крысолова и наш клерк сбежавший.
Здесь я ничего не вижу. Может быть, что-то здесь у нас есть. Обвалившаяся стена. Действие заклинания кончается в самые неподходящие моменты. Неудобные такие. Ну, тоже, по-моему, ничего тут нет. Ну, вообще, может быть, эти ребята из Дворца Бедняков как раз-таки имели в виду, что, мол... Есть тут проход в гильдию воров. Сюда, крысятина. Так. Куда это я могу выйти? Бараки. Причем тут даже не закрыто. Такие низкие потолки тут в подвале у них. Куча сушеной рыбы-убийцы. Я, кстати, не обедал давненько. Вообще, то есть не ел. Куча соленого. Что это было? Куча соленого риса. Разные текстурки, кстати, у сушеной рыбы-убийцы. Кто-то идет. Тихонечко валю обратно. Восточная наблюдательная башня. Не хочется тратить крутые отмычки, тем более, что... Знаю возможности вскрыть такой замок обычный. Оружейный ящик. Надо же. Скума. Вот здесь лучше взять отмычку получше. О. Хорошо. Свечи. О, хлебушком закусить. Щетка. Дротики. А тоже только одним глазком буквально. О, тоже неплохо. Можно взять вот эти зелья. Сразу их применить. Ругательное слово, зашифрованное вместо сундук. Вместо сундук. Ничего особо интересного на самом деле. Да, да. Опять вскрывать это все. Так, зелье.
очень чем-то сильным закрыта эта дверь. У тебя не хватает силы, чтобы... Очень-очень чем-то сильным она, видимо, с той стороны подперта. Ну, окей, ладно. Не хватает маны уже, да? Так. Ну, больше я тут ничего не вижу. Такого. Что-то я немного дезориентировался. Откуда я пришел? А, я пришел отсюда, потом я был там. Лазил, тут грабил башню. Еще не был там. Здесь опять же я ничего не вижу. Ух ты. Смотри, какие технологии-то. И куда это я прохожу? Что это? А, типа кувшинки должны. Текстурки-то какие-то недоделанные, как будто. Доки. Выход наружу, да? Долго грузится, потому что я из игры выходил. Уже успел выйти. Ну, типа, ясно. У меня не хватает сил, чтобы всплыть, предположим, я поэтому обратно. Весь промок. И только. Что, не работает? О, сработало. Тихо. Получается, подо мной что-то еще там. Ну, как выход, проход, вход, это не выглядит, но... Костяные стрелы. Взять, что ли? А мне и так некуда девать их. Крыса. Я надеялся, что эта крыса будет дружелюбной, но нет. Вот, наверное, тоже в какую-то башню, да, меня приведет. Командный пост имперского флота. Интересно. Здрасте. Ну а так-то могу проскользнуть мимо них.
опасно. Да и не хотел я сюда. Так, а куда приведет это? Какого-то ходунца по огню. Кольчуга. Просто кто-то кольчугу потерял. Хотя не знаю, стоит ли туда вообще нырять. Да нет, там еще рыбы-убийцы плавают. Не хочу я туда. Ну, если вдруг я пропускаю, там, не знаю, квест моей жизни или там артефакт моей жизни, напишите, пожалуйста, об этом. Не ныряя туда. Ну вот и по гильдии воров я еще не понял ни черта. Тут реально никого нет. Я хотел найти главу гильдии, чтобы, может быть, он мне какие-то задания дал. Похоже, если глава гильдии есть... Так, а это что? Я вот не помню, что мне давало проворачивание этого. А, вода прибывает. Да. Я сначала эту воду опустил, так сказать. Теперь я ее обратно поднял. Так, ну своих я воровать не буду, типа просто... Я, наверное, уже заглядывал, но не помню, что тут. Хорошо, возвращаюсь туда, откуда и пришел. Изначально. В убежище гильдии. Может быть, конечно, он сидит за... Что кушаем? Молочко квамы. Жаль, что ты плохо себя чувствуешь. Надо вылечиться. Реальная сила. Коммонный тонг. Так, да, это я все спрашивал, я... Наверное, здесь. Я не помню, как зовут главу гильдии. Возможно, это он. Не мой. О. Нет. Потыкаюсь во все ковры у вас тут. Привет, привет. Да, похоже, это он. Повышение. А теперь ты бандит, вот так вот. Отлично. Давай, что тут? Ну что ж, паренек, я думаю, нужно испытать твои морские ноги, так сказать. Посмотрим, что ты можешь принести моей команде. Так. Ты когда-нибудь слышал о глазе Аргонии? Это легендарный драгоценный камень неоценимой ценности. Да. И... иллюзия какой-то, иллюзорный, что ли? Но он все время пропадает. Угу. И все время появляется в самых неожиданных местах. Мои источники сообщают, что глаз сейчас
находится на имперском боевом корабле «Принцесса Моргия», который пришвартован в городе. Его дали офицеру флота Фай Калиссе, наверное, на хранение. С приказом не отдавать камень никому. Никто не знает секретное кодовое слово. К счастью, я его знаю. Кодовое слово — это какой-то грязикраб Скарви. Я хочу, чтобы ты забрался на борт, нашел капитана и получил от нее этот камень. Убеди ее, что ты особый курьер или агент, который работает на флот. Помни, что кодовое слово — это вот какой-то там грязикраб. И не говори, не делай ничего, что выдаст твое прикрытие. Да, это кодовое слово флота. Я довольно сильно постарался, чтобы получить его. Она просто... Но мне кажется, это не то кодовое слово. Мне кажется, это подстава. Ну, не то, что подстава, наверное, она не рабочая почему-то. Мне так кажется. Так. И памятуя о своих прошлых фейлах, я прихожу к выводу, что мне надо все-таки аккуратнее с репликами в квестах. Потому что парочку я уже, похоже, завалил квестов из-за неаккуратных слов. Ну, я думаю, он мне может рассказать, как он его выяснил. Все-таки я в хороших отношениях с ним номинально, да? Я его увидел у пьяного моряка. Моряки часто пьют, не? И когда они подвыпьют, их языки развязываются. Иногда они выдают секреты в случайности. А иногда, чтобы произвести впечатление. Прям необычное какое-то кодовое слово. Послушай, парень. Я это не выдумываю. Я служил на корабле в моей молодости. Я знаю имперский флот. Они используют странные кодовые слова все время. Черный древк, адамантиновая акула, призрачный куплет или хор. И все такое. Сейчас это слово грязевой краб там какой-то. Ну, скажем, кудрявый, я не знаю. Если у тебя с этим проблемы, то сам с ними разбирайся. Так, хорошо. Давайте на этом закончим на сегодня. Такая исследовательская серия больше была. Ничего себе там гонки какие. По этому поручению в следующей серии. Ну и еще надо завершить, собственно, вот этот квест. Проверить Беру Виссури. Отдать в канцелярию свиток. И починить там эти завалы все. Вот такие приоритеты. Ну, еще все еще хочу смотаться в новый Эбенгард на Варденфелле. Ну, вот примерно такие планы. Вот, спасибо за ваши просмотры. Сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild, и до встречи. И специальное включение из Аймры. Вот так выглядит гром Тутуева. Вот так он выглядит.